Всем привет, друзья! Сегодня у нас первое видео в 2023 году. Значит, видео будет про ремонт, диагностику сначала двигателя вот этой замечательной Scania R500. V-образная восьмерка. Значит, приехал он с проблемами большой расход масла, 25 литров на 30 тысяч километров. Пробег 1 540 000. Вот такая вот защита. Это он же с теплых стран приехал. С какого региона? Это какой? Якутия? Так, что, начнем с чего? С подъема кабины? Как всегда. По его словам, сказал, что течет сальник задний, но оттуда, соответственно, 25 литров уходить не может. Значит, цилиндр. То есть, либо это ремонт головок, но он говорит, наверное, гильза поршневая. Чтобы убедиться, что это гильза поршневая, мы сейчас достанем форсунки и посмотрим эндоскопом состояние гильзы. И вот он, агрегат. Судя по всем старым видео, которые мы снимали про данный мотор, очень он популярен и очень его любят во всем мире. И достанем форсунки. Чистенько. Столько масла заливать, что не чисто будет. Видно, что с сапуна кидала масло. Откручиваем проводку с форсунок. К сожалению, сломали съемник для форсунок. Пришлось изготовить своими силами. Достаем форсунки. Они у нас отправятся на Bosch. На проверочку сейчас занесем их Михаилу. В соседнем боксе у нас Bosch Delphi сервис, диагностика и ремонт топливных систем европейских грузовиков. Так, доступ в цилиндры у нас открыт. Сейчас будем использовать эндоскоп и посмотрим, в каком состоянии. Этим вот прибором. Сетка присутствует. Смотрим, уж масло живое с клапана. Ну, нагара, конечно, масляного тут достаточно на поршне. Что это? Так надо, что ли? Фильтр лежит на ролице. Да. Сапун не отрабатывал.
вот через этот вот шланг сюда подается газ. То есть у него там крышка такая, через нее все отработанные, все картерные газы идут сюда. Вот через этот фильтр проходит, то есть часть уже масла остается здесь. И вот здесь вот через этот вот, он должен стекать вниз, вот сюда вот. Вот здесь вот оно стоит, масло. Он устроен так вот вниз, и там стекает туда вниз. А воздух уже фильтрует. То есть здесь еще сетка должна быть. Еще сетка должна быть. Которая воздух уже отфильтрованный. Вот идет через этот шланг. Ну, вообще он идет вот сюда вот. Ну, а здесь сделали наружу. Вот, а этой сетки здесь нету. Ну что там? Так, все в масле. Нужно снять то место. Весь бак. Это масло, ну видно, он там всегда мокрый. Весь бак до самого зада. То есть, возможно, с кольцами будет какая-то проблема. Вот черная полоса. По гильзам немножко есть нюанс. Разобрать и посмотреть, что с ними. Замерить, промерить, проверить. В общем, надо либо на месте все делать, либо снимать двигатель. Как Сейчас удобнее. будем согласовывать с клиентом. Итак, после общения с клиентом, что решили? Спросил я про фильтр. Он сказал, что это водитель уже сам снял, потому что он забивался постоянно и на морозе прихватывало, то есть были проблемы. То есть, чтобы не было проблем, он его достал и решили не менять, чтобы доехать до ремонта, то есть дотянуть, и все. Вот, согласовали, будем снимать двигатель, разбирать его и уже проверять гильзы, кольца и головки, соответственно, ремонт делать. Как разумный, так сказать, человек, который понимает, хороший ремонт — это со снятием двигателя, полная разборка и полная сборка. То есть это уже полноценный ремонт. Ну что ж, после всех согласований мы приступаем к снятию данного мотора. И начинаем мы со снятия проводки. Раз. Он пока что сливает антифриз Видишь, уже часть слил. на себя. Пошло. Я один там... В морозе она совсем решила. И откручиваем коробку от двигателя. Сняли кардан. Открутили пока что, да. Двигатель освободили, теперь его можно доставать. Извлекаем сердце данного автомобиля. Такой он огромный, мощный.
Самое сложное сделал, осталось самое простое. Забрать и собрать. Мы приступаем к разборке двигателя. Напоминаю, это 16-литровый, 8-цилиндровый двигатель Scania. Корзина здесь пока еще не очень плохом состоянии. Вот турбинка имеет немножечко повреждения крыльчатки. Это что-то механическое, такое повреждение может быть? Да. Что-то пролетело? Откручиваем топливные. Он закипает сильно. Думаешь, какой первый комментарий напишут? Про твои часы на руке, либо про этот самый, либо про стенд, на котором ты крутишь? Я думаю, про грязь, которая здесь видна на моторе. А что ты сделаешь? Маслянистой грязью. Разберется в специальной химии, в мойке помоется. Кто сидит на диване, им уже этого не понять. Ну ты вот это ничем не собьешь. Ты даже когда разобранный будет, ты его попробуй, ни керхером ничего не возьмешь. Его надо будет зачищать вручную всю эту грязь. Шумит. Камыш. Пойдет. Я даже не знаю, что здесь комментировать. Многие просят комментарии какие-то давать. Ну, при разборке вот этой вот верхней части. Ну, это, конечно, да, это надо. Откручиваем мы проводку, да? Угу. Это Трубки. всем же и так все видно. Вопрос, что именно страдает и так далее, это уже дальше. Я думаю, что это мы скажем, вот это возможно. Бразилия, Мексика, Аргентина, Германия. Я тут случайно и залип лайк. Спасибо. Короче, сложно искать на русском комментарии. Почему-то русские не оставляют комментарии. Лень. При сборке уже что-то можно будет поговорить. Там и общие какие-то моменты есть. Снимаем выпускной коллектор. Ну, нифига себе, здесь ничего нету.
Как она так ездила еще? Тоже динамичная разборка пошла. Ничего себе. Так и руку отбить можно. Это что, они ждали кронштейн, который, блядь, забили на них. Решил Сергей приподнять мотор, чтобы проводку полностью снять. Но у нас произошел такой казус. И снимаем компрессор. Турбину. Турбина снята. Сняли генератор. И откручиваем топливные рампы.
сапун еще одна часть, по которой мы там разговаривали. Здесь еще стоит мембранка, которую надо тоже смотреть, чтобы она была целая. Фильтр центрифуги. Угу. Здесь все в масле, явно где-то отсюда текло. Пропорцию менять будет. И достаем теплообменник. Вот так вот он выглядит. Эти крышечки, под этими крышечками у нас находится что? Полагаю, оси коромысел. Ага. Совершенно верно. Разбираем здесь. Ужасный вид. И откручиваем болты ГБЦ. Это быстросъем. Ставим. Один помог. Вот уже на что-то похоже, да? На поршнях очень много, особенно вот тут там вообще. Ну, есть вот тут небольшие подтертости. Ладно, перемещаемся в завтрашний день. Суббота. В субботу в 8 часов утра. Рождество. Спасибо. Русский свой. Ох, включай. Что там? Какой сюрприз нашел. Покажешь. Вот этот? Ага. А что это такое? Это даже это что? Непонятно. От чего-то кусок. Помпе. А вот отсюда эта резиночка и вышла. Здесь она была. Каша. Смотри, какая. Просто грязищево. Тема охлаждения, это самый нужный канал. Вот здесь вот как глина буквально. Ремень.
хватало. Дальше. В этом канале тоже все забито грязью. Ну, итак, судя по этим двум головкам, могу сказать сразу, надо менять клапана выпускные, направляющие, и опрессовывать головки, смотреть это все еще дальше.
Подведем итоги. У нас блок в стандарте, полностью в размере по нулям. Коленвал в стандарте, все в размере. Распредвалы хорошие, рокера хорошие, гильзы будут под замену. Гильзы также видны. Работа 2К. Кавитация плюс коррозия. Вот это вот все поело. На каких-то и побольше было. Вот это. Вот так вот уже все. Кольца там половина. Кольца уже маслосъемные, именно пружины подстертые. Сейчас фотографию подобавлю. И залипшие некоторые кольца. У нас под замену помпа, корпус помпы. Выработка на маховике, как хозяин уже сам, клиент решит, менять или нет. Также у нас под замену направляющие клапана выпускные. И Сергей плавно приготовил двигатель, готовит еще двигатель к сборке. Все чистит, моет, складывает. Блок уже вид имеет. И в следующей серии начнем собирать этот двигатель.